Всем привет. Мы продолжаем проходить РДР 2. Ой, первую часть РДР продолжаем проходить. А что у нас тут по заданию-то ближайшее? Ближайшее у нас... Кто такой агент Росс? Ну давай. Пойдем к агенту Россу. Он же у нас, по-моему, возле здания мэрии, если я не ошибаюсь, находится. А сколько время вообще? Ну, нормально. Время то ли 8 утра, то ли 8 вечера. Скорее всего, 8 утра. Пустынные, конечно, улочки. Бля, собака какая дохлая. Все ребра можно высчитать. Носите тяготы друг друга. Сто один, 102, 103, 105, 106. Мне нужен мистер Росс. 107, 109. Эдгар Росс. 113. Наверх и направо. А что он считает? Деньги, наверное. Мистер Марстон, рад вас видеть. Как добрались? Где моя жена и сын? Под присмотром, под надежным присмотром. Я хочу их видеть. Мистер Росс хочет с вами поговорить. Стали известны кое-какие новые факты. Хочешь, чтобы я достал оружие и прострелил тебе башку? Здесь и сейчас, так? Мистер Марстон, ты этого хочешь? Мистер Марстон, прошу вас, успокойтесь. Какой стати? Я сделал, что вы хотели. Я нашел Вильямсона и Эскуэллу. Все кончено. Хватит играть со мной в игры. Никто с вами не играет, мистер Марстон. Если бы мы хотели с вами поиграться, то могли бы придумать что-нибудь поинтересней. Скажем, повесить вас за убийство или конфисковать имущество вроде этой вашей фермочки, или посадить вас на электрический стул. Вот какие игры можно было бы сыграть, но мы решили сыграть другую игру. Так что успокойтесь и играйте вместе с нами. Где моя жена? Я запамятовал, но говорят, в эту пору там очень красиво. Мистер Марстон, я никогда не оскорблял ваш скудный интеллект. Не оскорбляйте и вы мой. Мы заключили эту сделку, ваша свобода, в обмен на всех членов вашей старой банды. Вы отыскали Уильямсона и Эскуэллу. Остался Вандерлинде, но теперь мы знаем, где он. Ну так идите и застрелите его. Нет, сэр. Я хочу, чтобы для меня его застрелили вы. И после я оставлю вас в покое. Последнее, что мне нужно, сделать из этих людей мучеников. Пусть лучше его убьет в мелочной склоке другой подонок. Вандерлинде и группа бандитов скрываются возле острова парохода Серендипити. Да, новая группа бандитов, конечно же. Первая группа. Первая группа, ваша группа, была, так скажем, расформирована. В общем, мистер Фордем, Марстон, пойдемте. И, мистер Марстон, у вашей жены и сына все хорошо. Давайте постараемся, чтобы так это и осталось. После вас, сэр. Короче, у нас же, получается, по сюжету первая банда была это с Артуром, где был Марстон, Артур, ну, во второй части, и главой был Вандерлинде. И теперь, после того, как банда распалась, Марстон купил ферму, но пришли вот эти вот законники, сказали, ну, у тебя отберем свободу, жену, жить тебе спокойно не дадим, пока ты нам не найдешь остальных членов банды. И сейчас мы будем искать последнего, главу дачи Вандерлинде.
Мистер Марстон, еще кое-что. Это вам. Вы невероятно добры. Я действую исключительно в ваших интересах. Будем надеяться, он случайно не выстрелит. Подожди, а зачем он пистолет? У него же есть. У меня есть на этот патент, сэр. Это возмутительно. О, Марстон, ты жив? Привет, Уэс Диккенс. Я думал, ты отправился в Пекин. Я тоже думал. Долго рассказывать, но, кажется, я задержан за хранение наркотических веществ или какую-то другую чепуху. Росс, пусть его отпустят. Почему? Потому что это безобидный старый пройдоха, вроде тех, что основали эту страну. И потому что он помог мне добраться до Уильямсона. Вы слышали, офицер? Этот человек-герой, отпустите его. Вперед, Марстон, моральное разложение общества не ждет. Поспешим. В общем, и где-то тоже тут толпу поймали. Но я так и думал, что он далеко, в принципе, не убежит. А чем мы так прям сразу и поедем? Отлично, мистер Форден, вперед. Я не думаю, что мы так дачу быстро очень найдем. Ну, типа, не должны. Уже недалеко. Остров Серендипити был прибежищем для разных банд. Нам сообщили, что там расположился Вандерлинда с подручными. Мы остановимся на холме рядом с берегом, и вы с агентом Фордомом пойдете. Я останусь с машиной и буду охранять. Ты будешь делать, что я говорю, Марстон. Давай без глупостей. О, я думаю, он помнит, что стоит на кону. Давайте найдем дачу и покончим с этим. Пошли, Марстон, ты со мной. Так, а что, нужно же как-то выйти, да? О, сообразил наконец-то. Пойдем, пойдем. А нам вот туда, на корабль, что ли? Не шуми, не отставай. Ты сам не отставай. Не, он сейчас будет 10 тысяч лет идти. Кстати, что у нас по оружию? О. Он вообще не торопится. Ты чё, мужик? А ну, пошли. Как-то тут подозрительно тихо. Тебе так не кажется? Возможно, дальше что-то пронюхал. Надеюсь, информатор нас не обманул, смотри в оба. Я и так смотрю в оба. Что-то тут не так. Обычно тут полным-полно разного отребья. Но в этом мохом покрытом Титанике вряд ли кто-то есть. Скорее всего, они просто уплыли куда-то, да и все. Там наверху кто-то есть. Пойди проверь, а я тут посторожу. Подожди. Да, определенно кто-то кричит. Хм. А лестница-то где? Какие-то лабиринты вообще. Подожди. Ну пошли вот куда-то сюда, допустим. Серьезно? Почему он не умеет плавать?
Вылезай, урод. Так, ладно, понял, в воду не лезем, просто ищем проход. Я думал, он хоть как-то умеет плавать. Не знаю. Ну или типа просто он развернется, скажет, я не пойду. Нет, он просто взял и умер в воде. Какая досада. Угу, закрыто. Ну тогда вот здесь по логике вещей надо пройти. Вот лестница. Ну а почему он не идет-то? Так, туда точно нельзя. Значит, вот тут пройдем. Хотя смысл какой? Сходи, говорит, посмотри, так куда идти-то? Мне же тут не пройти, правильно? Может, по доскам выстрелить, я не знаю. Нет. Я ничего не пойму, что они хотят-то? Как я должен сюда забраться? А, вот проход еще есть. А я думал, тут нету ничего такого, типа... Думал, тут просто эти винты, которые воду гребут, и все. По-моему, кто-то с левой стороны. Просто тупик. Ладно, тогда в самый дальний конец надо корабля идти. Нет. Во, наконец-то. Ждим. Вот тут можно пройти? А, вот он, вон он сидит, я вижу. Сюда, я нашел его. О, господи, это же наш информатор. Настас. Что, черт возьми, здесь происходит? Это ловушка. Что-то, Марстон, тебе придется его нести. Вряд ли он сможет идти. Да, там столько народу, что-то вообще. Причем основной-то контингент у нас на улице. О. Давай еще ниже. Они ему прям в жопу стреляют. Никого? Да как ты живой-то остался? Я не знаю, я у него 5 пулей выпустил. Поэтому я пистолетом не пользуюсь.
Но он быстро стреляет. Единственный плюс пистолета. Правда, неэффективно. Он живой? Я 3 патрона у него только что выпустил. Еще один. Все. Кажется, это все. Вперед за мной. Ну, быстро бежать не получится. Пойдем как есть. Кстати, а с трупом? Угу. Я только вот этот пистолет могу использовать, когда я несу с собой человека. Кто это, господи, что вообще происходит? Марстон, положи его на заднее сиденье. Положи его в машину, мы уезжаем. Поехали. Их здесь может быть еще много. Ну, Дач, так как он довольно-таки умный бандит, он так просто-то не сдастся. Мы еще повоюем. Ты говоришь по-английски? Да, он говорит, сэр. Он же информатор. Настас. Не умничайте, Фордом. Он был связан на корабле, а потом на нас напали. Спасибо, что помог нам, кстати. Потрясающий план отправить 2 людей на бой с целой бандой. Особенно если один из них офисный или социальный работник. И тишина гробовая прям. В молчанку едут, играют. Кто первое слово скажет, тот дурак. Но уже только не сейчас. В чем дело? Не знаю, мотор просто заглох. Да почини его, болван. Нам нужно отвезти этого человека. Разумеется, сэр. А это люди. Марстон, мы с тобой их задержим. Фордем, разберитесь с этим проклятым двигателем. Сейчас еще нужно будет человек 30 положить, наверное. Тогда мы поедем дальше. Так, подожди. Но только с винтовкой мы это сделаем. И, пожалуй, присядем куда-нибудь. Тут настоящее нападение индейцев. Это как-то не очень эффективно, я укрылся. Надо куда-нибудь в другое место встать. Камень очень маленький и простреливается со всех сторон. Я попробую все-таки просто перемещаться, а то они нас очень быстро окружили. Да где ты? Удивительно. Оп, оп, ну, должен попасть. Отлично. Вот, и сразу же машина завелась. Сразу же все заработало. У него, наверное, колеса, потому что не круглые, поэтому он не крутится. Они какие-то 32-угольные. Вот это заварушка. Повезло, что мы еще живы. Ой, ладно. Они сейчас будут обсуждать эту поездку. Нужно отвезти индейца к профессору МакДугалу. Посмотрим, что он из него вытрясет. Я просто не способен с ними общаться. В смысле вытрясет?
Он же информатор, он типа в любом случае все расскажет. Здесь работает антрополог по фамилии МакДугал. Его выгнали из Йеля за моральное разложение. Это уже кое о чем говорит. И впрямь, но он упростил нам работу со здешними индейцами. Они видят его и думают, что все мы такие же заученные идиоты. Марстон, помоги ко мне. Мистер Росс, мистер Форден. Добрый день, а что-то случилось? Парня ранили в ногу, и он отдубасили, что-то там. Ладно, побили его, МакДугал. Но надо выяснить, что ему известно о даче Вандерлинда. Не могли бы вы его расспросить? Постараюсь, сэр. Профессор МакДугал сослужил правительству США хорошую службу. Марстон, как и вы. Почему бы вам не помочь ему в его изысканиях, затрагивающих местных индейцев? Будьте так любезны. Ну, ясно, мы сейчас будем еще, короче, профессору этому доктору шестерить. Трон-тон-тон. Так, у нас единственное задание. Да. Ну, тогда сразу же на него идем. А вот и МакДугал появился. Ладно, давай все-таки одно вот за этого еще. Не все великие люди мудры. Какой приятный сюрприз, мистер Марстон. Информатор только что сообщил нам любопытные новости. Наш общий друг, мистер Вандерлинде, собирается нанести визит своему банковскому управляющему. Как насчет того, чтобы пойти и побеседовать с ним о финансах? Сюда. Поднимемся на крышу, оттуда банк хорошо простреливается. А, мы сейчас за снайпера будем играть? Сколько их тут? Уже 4. Тут прям целая засада. Да, будем со снайперки палить. Выйти можно только через дверь, так что не спускайте с нее глаз. Видите этих хороших лошадей? Видите тех лошадей слева? Их там оставили парни дача. Вот туда они побегут. Не стреляйте, пока они не окажутся на виду. Если мы их спугнем, они могут вернуться и засесть в здании. Ждите моего сигнала. Не спускайте прицел с двери банка. Не стрелять, пока не дам сигнал. Кто-то выходит, но без оружия, не стрелять. Я попал или нет? Вроде попал. Эх, чуть-чуть пониже бы. Он там стоит, падла, стреляет. А что они мне сказали с глаз... Короче, за дверью следить. Почему? Ну почему? Ну и чё, где еще-то? Еще 2 человека. Но где они? О, нашелся. Тут больше, чем 2. Один вообще куда-то убежал. И все. Как он от винтовки еще живой-то остался? И он опять живой? Хорошо, давай повыше возьмем. Наконец-то он сообразил, умереть надо.
И... Все. Игра тормозит. Марстон, идите в банк вместе с Хопкинсом. Разберитесь с датчем, только осторожно, там могут оставаться заложники. Мы с ними справимся. Вперед, ребята, прикроют нас стрельбой по окнам. Откройте двери выстрелом. Так а что, мне в замок надо? Нет, выстрелите в дверные ручки. В какие, блядь, дверные ручки надо выстрелить, я не понимаю. А это что, не дверные ручки? Это какая-то жесть вообще. На. Подождем пока. То у меня все красное. Так, ну тут по-любому нужен зоркий глаз. Все на выход, бегом, живо. Поищите датчик наверху. Его нету тут. А кто собирался по окнам тут стрелять? Что-то не видно, чтобы они попадали. Я ему в голову выстрелил, он до сих пор живой. Это как? Здорово, Альф. Похоже, за этой дверью Марстон, давай. Все, отдышались. Да ясен хрен. А нет, смотри, Дач. Рад тебя видеть, Джон. Привет, Дач. Как Абигейл? Хорошо, надеюсь. Я давно ее не видел. Потому что гонялся за мной. Отпусти женщину, Дач. Конечно, конечно. Как твой малыш? Он уже не малыш. Точно, сколько ему уже? 15, 16? Как время летит? Ну, бывшего приятного аппетита. Я тоже перед стримом основательно подкрепился. Все кончено. Само собой. Я сдаюсь, Джон. Теперь ты тут хозяин. Он что-то задумал. Я сам себе хозяин с тех пор, как ты оставил меня умирать. Мы все совершаем ошибки, Джон. Я никогда не говорил, что я святой. Подожди, Дач не оставил Джона Марстона умирать. Он просто ушел, и Марстон не был ранен. Они ж там в конце стояли друг на друга, пистолеты наставив. Дач, Мика и Джон. И Дач выстрелил в Мику, развернулся и ушел. Он никого больше не ранил. И Марстон не был раненым. Вроде как. Вроде не был. Впрочем, я никогда не думал, что ты станешь чьим-то мальчиком на побегушках. Я лишь пытаюсь помочь своей семье, Дач. И как всем приходится идти на компромиссы. Теперь отпусти ее, все кончено. Хочешь спасти девушку, Джон? Ты всегда был романтиком. Вы знаете, джентльмены, этот человек, он взял в жены шлюху. Она была с нами в банде. Мы все с ней переспали, но он на ней женился. И поэтому он лучше нас, понимаете ли. Он лучше нас. Забирай девушку, Джон. Спокойно, Дач.
Будет тебе подарок на прощание. Я его не вижу. Так а чё, догоняем на лошади. А моя-то, которая... Бля, самая дальняя, естественно. Ну, естественно. Поехали в погоню. Эй, что там случилось? Как вы дали Вандерлинде с его людям сбежать? Он похитил управляющего банком и уехал на автомобиле. Скажем так, Дач немного сошел с ума. Он убил заложницу. Я не знаю, направо, налево? Налево. Ну так, кстати, Дач раньше, в принципе, не убивал, ну, заложников. Хотя нет, было дело. В Мексике он одну бабку убил просто так практически. В первой части. Угу. Столько дорог. И куда мне? Они вообще в другую сторону поехали. Короче, ладно, торопиться не будем. Просто поедем за ними. Якобы быстро. Вон машина, наверное, они ее бросили и пошли пешком. Да ладно, я думаю, вряд ли. Но если пешком, они явно далеко не убежали. Так, еще где-то 4. Я даже с лошади слезать не буду. Или слезть лучше? Давай слезем. Я так маневренней. А сам-то Дач где? О, там еще человек 20. Так, ну давай тогда по чуть-чуть их. Прям не торопимся выкашивать, а то помрет бедняга. Почему не могу его достать? В чем дело? Он как-то... Я, наверное, слишком далеко стою, да? Я в бочку все это время стрелял. Так, давай где-нибудь здесь присядем. По идее, если я попадаю в одного, пока он стоит там, шатается, он же отличная мишень для остальных. Типа, что мешает в него выстрелить, пока он там, даже если оглушенный? Что, вряд ли, потому что я по-любому попадаю. Они просто не умирают не сразу все. Поговорите с агентами у хижины. Это хижина? Ну да, точнее, что от нее осталось. Где Дач Марстон? Ему удалось сбежать. Испугались пристрелить его, слишком тяжело. Когда выдастся возможность, я всажу в него пулю, не беспокойся. С тяжелым сердцем, но я это сделаю. Молодец, молодец. Знаете, когда все закончится, вы можете даже медаль получить. Я-то точно получу.
Ну, Дач для него был, в принципе, как отец, так что он не очень-то стремится его убивать. Он многому ему научил. Ну, не знаю даже, стоит ли трупы-то собирать. Денег, в принципе, полно пока. Все, последнего собираем, и хорош. Теперь поехали к этому, к МакДуглу. Ну-ка, а еще другие задания какие-нибудь есть? В общем, в принципе, я все даже побочки выполнил. Это, мне сдается, мы вообще очень не скоро этого дачи еще поймаем. Ну, типа, бандит-то тоже непростой. Blackwater. Кстати, вторая же часть началась с того, что они какую-то заварушку как раз в Блэквотере устроили. А потом оттуда бежали в горы. Ограбление в Блэквотере они какое-то сделали, по-моему. Это же Блэквотер? Или это какой-то другой город? Вот как? Да идите в жопу. Я не нарочно его задавил. Да специально же притормозил, думал, сейчас, не дай бог, этого уродца задеть. Придется откупаться. А, и он денег не возьмет. За мной погоня. Так, давай бежать и насвистывать лошади. Я его случайно вообще как-то этого мужика-то придавил. Так, все. Ну, награда по-прежнему за мной. Так, ты еще копа задави, точно. Так, сейчас слезай. Как залезать-то? Во. Там бордюр-то чуть ниже колена. Да, выплатить штраф. Так, это же Blackwater, правильно? И задание где-то рядом должно быть. Вообще этого города не знаю.
Ну, давай как-то, да, вот так вот пойдем. Так, вон, если это вот у нас, по-моему, полицейский участок или что-то такое, тогда вот он, да, МакДугал тут. В гостях у Датча. Невероятно, просто невероятно. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, сэр. Он какого-то вампира напоминает. Мистер Мастер, Сэн, как вы? Но здоровью и благополучию моей семьи угрожают бесчестные государственные агенты. А в любой момент я могу лишиться такими трудами добытой свободы. А так, пожалуй, все в порядке. Да, проблемы цивилизовавшихся кочующих поселенцев. Скажите, сэр, у вас в роду не было скандинавов? Насколько я знаю, нет. Вырос в приюте. Мой отец был шотландцем. Очень жаль. Вы бы стали интересным примером для моей теории о природных характеристиках популяций. Правда? Ну да, вы, очевидно, белый человек, но с духом дикаря. Поверьте, я употребляю что-то там, природное благородство, и одновременно с этим простота, чистота. Я рассматривал разные образцы крови под микроскопом, и знаете что? Нет? Да, точно. Конечно, не знаете. Это невероятный прорыв. Я сравнивал кровь индейцев и белых мужчин одинакового роста, веса и возраста. И знаете что? Опять же, нет. Они совершенно одинаковые. Удивительно, это просто опровергает мою последнюю книгу, но, признаюсь вам, сэр, этот академический отпуск в провинции был в некоторой мере навязан не обстоятельствами, но он оказал невероятную пользу моей научной работе. Хотите разделить со мной шприц кокаина? Вот понятно, почему он, короче, весь такой бледный и похож на вампира. Он, значит, наркоман, колется наркотиками и теории всякие выдвигает. Якобы ученый. У меня хватит на двоих. Пожалуй, не сейчас. Это удивительное лекарство. Оно полностью восстанавливает эго, возвращает в изначальное состояние, невероятно помогает мне думать. О, Настас, заходите. Заходите, сэр. Хотите снять свою обувь? Или освежевать кролика? Я знаю, мы не видим звезд. Но мои намерения чистые, и мы говорим как равные. С дикарями надо общаться просто, метафорами. Нет, сэр, я вырос в резервации и посещал школу. О, чудесно. Но я могу показать вам то, что вы ищете. Я знаю, где прячутся бандиты, которых вы ищете. Послушайте. Вандерлинды собрала группу молодых людей из резервации. Они начинают совершать плохие поступки. Дикарей нельзя цивилизовать естественным образом. Я был прав. Где сейчас дач Вандерлинды? В горах в Кочеване. Кочинае. Идемте. Я знаю туда путь, который не охраняет. Восхитительно, просто восхитительно. Они иногда очень быстро начинают разговаривать. Пришла пора оказать услугу человечеству, мистер Марстон. Поехали, надо спешить, не отставайте. Но это вы не отставайте. А кокаиновый... Да, кокаиновый друг с нами. Так, вы хотите его убить? Убить? Боже, правы, нет. Что у вас здесь за нравы такие? Вандерлинды меня завораживает. Белый, живущий среди индейцев, цивилизованный человек, ставший дикарем. Это обратная интеграция или регрессивная адаптация. Не знаю, я еще не подобрал определение. Он особо не был цивилизованным. Ах да, конечно, Эдгар Росс упомянул о вашем общем прошлом. Хотя в этот момент, надо признаться, пребывал в царстве фей. Плавал по волнам эйфории. В общем, да, что-то в духе Робин Гуда, Эдипа и коммунистов. История про наивность и предательство, насколько я помню. Мы состояли в одной банде, профессор, не стоит искать здесь особые смыслы. Такова моя профессия, искать особые смыслы.
Нам что, реально прям в горы куда-то ехать? А как же одежда? Все, стоим, ждем. Я не виноват, что у них лошади такие медленные. Вы что, никогда деревьев не видели? Я думал, вы отважный исследователь чужой культуры. Что вы? Нет, я из комнаты-то не выхожу. Я веду изыскание силой мысли, мистер Марстон. Наслаждайтесь, пока можете. Скоро вы вырубите все эти деревья. Я? Или это следует понимать как огульное обвинение в адрес всех белых людей? Никакого уважения к природе не осталось. Я слышу некоторую враждебность, Настас, даже злость. Расскажите мне об этом первичном чувстве, мне, чем оно вызвано. Не обращайте внимания, профессор. Блин, мне надо и субтитры читать, не врезаться в дерево. Смотри-ка, снега уже, этот, ну, как бы, биом какой-то снежный, доехали. И не холодно. Нормально. У него, наверное, этот, как его, безрукавка с начесом. А вот и скалы. Лошадей оставим здесь, дальше будем карабкаться. Окей, полезем вверх. Поразительно. Боюсь, от высоты у меня закружится голова. Я люблю, когда она кружится от другого. Ну ничего, Настас вам поможет. А мне пора, у меня много работы. Спасибо за помощь. До свидания, джентльмены. Приятного вам времяпрепровождения. Я почему-то не удивлен вообще, то, что у нас этот наркоман свалил при первой же возможности. Подсади, дружок. Титу, 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 титу. Ты куда? Черт. Мистер Марстон, поищите другую дорогу, я пока осмотрюсь. Взял все, сломал, а мне бегай. Давай. Сюда. Эх. А был потенциал. И куда мне? Вот так надо забраться. Меня один раз учили этому, ползать по этим, по уступам. Попрыгнуть, по-моему, или X, да, или B. Отпустить X, все. А где друг там? Подожди. Чё, кажется, можно пройти через какую-то пещеру. Я хочу сундук взять. Сундук хочу взять. Видимо, не судьба просто. Или можно? Нет, я только тут это... Как слон в посудной лавке все ломаю. До сундука я не знаю, как до того добраться.
Не знаю, может быть какой-нибудь бэткоготь нужен. Не катерок. Странный он какой-то, то идет, то бежит. Куда? Он завел меня сначала в тупик, посмотрел на меня, а потом говорит: ну-ка, пойдем. Это кто вообще? Это Голум? Кто мужик в переднике? Покиньте пещеру, пока вагонетка с динамитом не взорвалась. Серьезно? А как это вообще? Ну, ладно. Я почему-то еще и выжил. Где они все? Я их не вижу. Так, и один наверху где-то. Вот он. Насчет вагонетки я вообще ничего не понял. Я ее даже не увидел, где она горит. Рана глубокая. Мне кажется, дальше вам идти не стоит. Жить буду, но выступайте, не хочу вас задерживать. Один вы справитесь, мне просто надо перевести дух. Идите. Я вас догоню или встречу на пути вниз. По-моему, он же был единственным, кто знал, где дач находится. Я, говорит, покажу. Найдите Вандерлинда. Ну ладно. Короче, и этот меня тоже на полдороги бросил. Куда ж ты? Ну, в принципе, даже и в первой, ну, во второй части РДР прыжки были не самые лучшие части игры. А там Мишка. А я его слышу. Вон он. Восемь патронов медведя влезло. 10. Ну, пожалуй, его там мы точно посвежуем. Мясо толсторога, шкура толсторога. Как давно у нас медведи толсторогами называются? Я, может, конечно, что-то не понимаю в медведях. Я тут вообще, короче... Это что? Это как вообще? Это мутант какой-то? Я и медведя заодно и какого-то козла убил. Очень странно. Ладно, куда мне вообще идти-то? Что там? Фиолетовый подснежник. Вот там вот какие-то деревяшки прибиты, но, по-моему, это не то, что я ищу. Хотя вот давай вот здесь попробуем подняться. Кочинай. Это какой-то кочинай. Это какой-то просто, я не знаю, не Кочинай, а Assassin's Creed на Диком Западе.
А этот когда успел умереть, козел? А, падла. Что за дикие животные тут? Ты подходишь, чтобы рыси туда освежевать. Он подснежники собирает. А кто это? Это рысь была, наверное. Мясо пумы. Кура пумы. Коготь пумы. Ну, коготь, наверное, он как браслет оденет, типа того. Так, подожди. Нет, мне не сюда, мне не вниз. Внизу мы с индийцем расстались. А, вот, подъем. Вот. Еще. И... Мне показывают, что мне наверх. Ничего не пойму. Вот здесь надо забраться. Ля, ну и ландшафты тут, конечно. Ужас. Орел-то на меня не нападет. А тут какое-то все враждебное, я смотрю. О, мне сюда. Но это еще тоже не все. Дач будет по-любому сидеть в какой-нибудь избушке там. Ну, хотя бы уже есть люди какие-то. Охранник его. Нейтрализуйте дозорного, не привлекая внимания остальных. Есть у меня где-то ножички? Сейчас мы в него зашвырнем. Подожди, это не тот. Метательный нож. Вот, что мне нужно. Прясь. Что, не долетает? Странно, мы тут когда недавно поезд захватывали, повезло, и что ли, я не знаю, но ножи доставали, все в порядке было. Ладно, все, можно встать уже. С помощью бинокля смотрите Качинай и поищите дачи. Надо найти, наверное, какой-нибудь самый крутой дом. Это кто-то из агентов. А вот и дач. О, полицейский вообще какой-то. Да. В первой части дач уже окончательно спятил. И он меня видел. И попал даже. Почему я с такого расстояния не могу в пистолетом попасть? Я пробовал. Серьезно, он попал. Мистер Марстон. Мистер Марстон. Они меня что, на кокаине откачали? Ну вот, мистер Марстон. Уберите это от меня. Вы ударились головой. Мы с Настасом унесли вас с горы. Но Настас услышал выстрелы и бросился вам на помощь, а потом унес вас с горы. Но я придумал план побега. Я скорее человек мысли, чем человек действия. Спасибо, джентльмены.
Среди людей Вандерлинда есть мои друзья. Мы должны попробовать убедить их, сэр. В банде Вандерлинда есть несколько индейцев. Мы должны встретиться с ними и постараться спасти от катастрофы. Мой народ уже пережил много катастроф. Изначально это была наша земля. А мы принесли вам цивилизацию. Конечно, было непросто, но непросто было всем, Настас. Я знал в Еле человека, чей отец застрелил 18 индейцев в Вайоминге за полдня. Это был глубоко травмированный человек. Он даже начал возлегать с мальчиками-хористами. Для мудреца вы крайне глупый, мистер. Джентльмен, оставляю вас разбираться, кто прав, кто виноват. Вы недалекий человек, сэр. Поэтому я не виню вас в том, что вы не видите здравого смысла. С другой стороны... Я думал, мы как-то, уже встретимся, что ли, с Вандерлинде, а он просто выстрелил в меня, и все, я вообще на койке оказался. Странная миссия. Вот опять она, такое ощущение, что эта миссия не законченная. Где кровать моя? Вот она. Подожди. Патроны возьмем. Халявные. Что он там с 7 утра, по-моему, да, работает? Наркоман. Сколько время? 5. Рановато, надо еще поспать. Угу. Утро. 11 утра, отлично. То, что надо. Как раз наркоманы не спят. Есть еще какие-то задания? Исключительно на научных целях. Марстон, сэр, как я рад вас видеть, как я рад. И я вас рад. Простите, но чрезвычайно взволнован. Не без помощи некоторых, что из-за того, что... Я не успеваю, он тараторит просто как сумасшедший. Ну, естественно, он не сумасшедший, он наркоман, он обдолбанный кокаином. Я раскрыл тайну, из чего какую-то тайну. Природу души дикаря. От чего одно общество становится великим, как наше, а другое не то чтобы хуже. Хуже — это слишком уничижительное слово. Но вот второе, то есть почему в них меньше всего человеческого, чем в нас? Почему он ближе к зверю на шкале от животного до бога? Вы знаете, я спорил об этом с Фальстигрю, по-моему, такая фамилия там была. Случился небольшой скандал, но я докажу, помяните мое слово. Я им покажу, что такое цивилизация на самом деле. И краснокожим, и снобом из Еля. Идемте, сэр, я придумал, как исполнять оба наших желания. Я приведу вас к Вандерлинде, а сам получу доказательство того, что дикари всегда остаются дикарями. Идемте, сэр. Мы опять к Вандерлинде идем? Серьезно? Он только что в меня шмальнул без снайперской винтовки, хрен знает с какого расстояния, и попал. Следуйте за мной. Я попросил Натаса вывести лошадей на улицу. Ну, дорогу, надеюсь, все запомнили. По-моему, он чересчур перевозбужден. А вот, сопровождайте Настаса. А куда едем-то? Наконец, годы исследований.
О чем вы там говорили? Куда мы направляемся? Настас организовал встречу. Кажется, такие называют Пау-Вау. Собрание разумов. Душ. Индийцы и белые академики и преступники сойдутся вместе, чтобы обрести взаимопонимание. Настас, он несет какую-то чушь. Несколько подручных Вандерлинда согласились встретиться с профессором в хижине Беркло. На кой черт им это понадобилось? Я думаю, им интересно послушать. Какие выводы сделал белый человек о сотнях лет истории и их культуры. И общества, сидя в комфорте своего отеля. А зачем? Зачем бандитам встречаться с каким-то профессором-наркоманом? Я вообще ничего не понимаю. Как думаете, я могу попросить у них образец кожи со ступни? Не думаю, что это хорошая идея. Так, отсюда налево, направо. Потом мы как-то вперед скакали, а потом резко сворачивали в лес. Ой. Это что, этот чел-медведосвин? Это кто вообще? Ой, у меня ножички. Простите. Бейте медведицу. Господи, как же было страшно. Давайте уедем, пока еще кто-нибудь не пришел. Силы небесные, я до сих пор дрожу. Эта медведица не выказывала агрессии. Зачем мы медведицу убили, я не понимаю. Нам сюда. Да, отличное место для встречи, просто замечательное. Здравствуйте, джентльмены. Мы пришли с миром. От людей вроде вас эти слова ничего не стоят. Смотрите, что вы с нами сделали. Поглядите на нас. Мы живем как животные в этой грязи. Но насилие — это не выход. Может быть, вы живете в какой-то другой Америке? Люди вроде Вандерлинды доведут вас до... Я бы сказал, у вас произошла катастрофа. Да такая, что вы представить себе не можете. Руки вверх. Мы пришли с миром. Делайте, как он говорит, Марстон. И кто это вы называете... Кого это вы называете... И это вы называете мирным собранием? Сдайте оружие, черт вас возьми. Мы так не договаривались. Заткни пасть, ты двуличная змея. Черт подбери, проклятый дач. Профессор, на землю, живо. Я не знаю, то ли у меня сегодня с Диксой какие-то проблемы, то ли они слишком быстро субтитры читают свои. Где моя винтовка вообще? Черт возьми. Короче, по классике все опять закончилось дракой. Вот и все. Переговоры длились ровно 2 секунды, наверное. Вернемся в Blackwater. Разработчики, точнее сценаристы, просто в данный момент тянут резину. Это за яйца и куча метафор подобного рода. Каждая миссия практически, ну там, в каждой миссии теперь упоминается дач Вандерлинда. Но по сути мы куда-нибудь приходим, убиваем 20 человек и уходим оттуда. В данный момент как-то игра, просто никак не развивается. Сюжетно абсолютно. Ну так, сюжет по чайной ложке выдают.
капельки просто. Ну, опять он. Короче, все это дело смотрится не гармонично, потому что мы, по сути, ну, занимаемся одним и тем же. Во второй части это как-то более гармонично смотрелось, потому что, ну, отвлекался, наверное, на открытый мир живой. А тут этого нету, и поэтому очень сильно бросается в глаза то, что ты делаешь одни и те же миссии. Куда-то приходишь и в кого-то стреляешь. Блэквотер, больше я тебя ни в чем не упрекну. Но доктор очень рад вернуться обратно. Цивилизация во всей красе. Как же я рад вернуться. Мне срочно требуется укол. Но после такого стресса, естественно, надо кокаином бахнуться. Ой, я собачку задавил. Надеюсь, она меня простит. Ну и чего? Ты доехал? Куда он поехал-то, я не помню. Весь в крови. Ты чё, мужик? Его, походу, заглючило. Целый невредим, слава тебе, Господи. Вот вам и собрание разумов. Спасибо, мистер Марсон. Если бы не вы, я бы сейчас, наверное, варился в котле. Идите отдохните, профессор. Тудум, тум, тум. Пошли патронов возьмем. По времени у нас час 2 часа дня. Так что вполне еще успеваем еще одно задание взять. А, следующая дверь. Точно. Подожди, или... Да. Это дверь. Бам-бам-бам. Ну и все, короче. Так, ладно. Давай мы сейчас перерыв сделаем. Через 3 минуты подойду.
Так, патронами запаслись, все. Поехали, задание. Лучше к нему вернуться обратной дорогой. Че, у нас только за этого наркомана, да, сейчас есть задание? Больше никого? Угу. Ладно. С 6 до 5. Еще 3 часа мне надо чем-то заниматься. Что делать? Пойдем спать тогда. Я не знаю, зачем они это сделали, конечно. Хотя у Rockstar всегда такое дело было, то что почти во всех играх ты мог брать задания, в GTA там, допустим, только в определенное время. Сколько? С 6 до 5. Короче, не знаю, активен он, нет, пойдем посмотрим. Мужик что-то на рояле делал, там, залез. Да, теперь доступно задание. Возвращение блудного сына в Ель. Профессор. Он еще не умер от передозировки. Ой, это вы. Заходите, заходите, закройте дверь. Что происходит? Куда вы уезжаете? Да, сэр. Еще как. Знаете ли вы, что нужно, что жизненно необходимо, чтобы продолжать научные изыскания? Нет, не знаю. Отсутствие пули в моей проклятой голове. Это все не про меня. Это же просто чертовы дикари. Дикари. Все мы дикари. Но не я. Я из Коннектикута. Я профессор Йеля. Я пишу книги. Я не заслуживаю такой смерти. Где мое лекарство? По-моему, он параноик уже. Ну, просто от наркотиков у него паранойя началась. О, да. Отрицаю. Наркотики — это зло. Вы в порядке, профессор? Великолепно, сэр. Просто великолепно. О, святые небеса. Это ты, Джон? Привет, Дач. По-моему, это то, что называют два по цене одного в этом прекрасном краю. Похоже на то, Дач. Тебя и того твоего дружка-профессора. Сейчас мы убьем вас обоих. Зачем тебе это делать? Не знаю, наверное, ради забавы. Понимаю, может лучше я выйду, и мы с тобой сразимся? Отпустим профессора, твоих ребят отправим обратно к семьям. Что ж, выглядит как отличный план. Вот только мои ребята уже лишили своих семей давным-давно. Мы не воришки, Джон, мы сражаемся за кое-что важное. Почти как ты, но мы сражаемся за идею, а не только за свою шкуру. Прекрасная речь, Дач. Ты всегда был отличным оратором. Да, был. А теперь будь любезен, выдай нам этого академика. И мы покажем, что мы думаем об искусстве антропологии. Сэр, умоляю, что нам делать? Я дам вас им в лапы и посмотрю, как они разорвут вас. Что, да шучу я. Мы побежим по крышам. Вернем вас в башне слоновой кости. О, спасибо вам, сэр. Не благодарите, мы еще здесь. А разве Дач на крыше никого не поставил? Ну, типа для подстраховки, то что... Ужасы какие.
Добрый день, сэр, мадам. Сэр, что это все значит? Это возмутительно. Вы двое заткнитесь и сидите тихо. Сюда. Здесь можно выбраться на крышу. Не знаю, я бы сразу с дачем пострелялся бы, да и все. Еще один шаг, и он покойник. И... вот так вот. О, сколько тут народу. Господи, сколько же их там. Мы окружены со всех сторон. Уничтожьте снайперов. Так. Ага. Одного вижу. -2. Так, остальных, наверное, лучше с винтовки как-то. Они все прячутся. О. Подзасек одного. Так, еще двоих пропустил. Давай смотреть, где они. По идее, где-то здесь они должны... Вот он. Так. Второй, вот он. Вот тут где-то будет. Нет? Он определенно за какой-то из этих труб. Вот он. Я ему щеку прострелил, походу. Так, еще два. Ну этих с винтовки просто можно снять. Они близко расположены. Кажется, это все, путь свободен. Что ж, уходим, пока есть возможность. А мы не с этой лестницы-то поднялись. Это странно. А нет, с другой. Прям как Карлсон. Жух. Вперед, выбираемся из Блэквотера. Вывезите МакДугала из Блэквотера. Ну, тут вообще, по идее, до черты города не очень-то далеко. Пока они там болтают. Вот, уже, в принципе, все. Вот уже кладбище, и Блэквотер закончился. Куда его еще дальше доставлять? Нас разве не должны... О, пожалуйста. Я же говорю, нас будут поджидать. Где МакДугал-то? Он, походу, уехал. Он не стал меня ждать. Гаденыш. Может, пускай сам и врагов выстреляет. Ой, это мирные были жители. Простите. Я в спешке.
случайно мужика застрелил, но надеюсь, мне это простят. А этот прям летит, не ждет никого. Как будто знает, куда ехать. Мы его на поезд посадим. Мое исследование завершено, как я и думал. Привлечь цивилизацию в эти дикие края невозможно. Я вам мог это рассказать и раньше. Да, но мне за это дадут премию в Нью-Хэмвере. Очень надеюсь. Что ж, до свидания, мистер Марстон. Удачи, дорогой друг. Много не торчи. Прощайте, профессор. Раз Адач сидит в вагоне, его ждет. Поезд-то по-любому один ходит. $100 дали, слушай. Достойная премия. Кстати, да, действительно, они не продумали этот момент, то что помешало главарю банды, так как он умный главарь банды. Ну, по крайней мере, об этом так сулит сюжет. Что мешало ему первым делом поехать на поезд и ждать его там, потому что если мы, естественно, выберемся, то он поедет на поезде, а не на лошади. Ох уж эти сценаристы. Кстати, на перерез куда ближе было ехать. Вот буквально 1,5 минуты, и я опять уже в Блэквотере. А так мы ехали, ну, минуты 3, наверное, да, 4. Давай посмотрим, что это за побочное задание. А мне в саму церковь наверх. Что? Прошу прощения, мисс, что-то случилось? А как по-вашему, что-то случилось? Вы как будто чем-то расстроены. Вы просто не понимаете, каково это, когда вашу женскую часть запятнали. Когда люди постоянно шепчутся у вас за спиной и презрительно отворачиваются. Люди, правда, могут быть очень злыми. Да, я Клара. Раньше я была няней в одной семье в Блэквотере. Их отец был таким галантным, и я, идиотка, влюбилась в него. Мисс Торнтон, его жена, выгнала меня на улицу, как только живот начал расти. Мистер Торнтон начал пить. Ни доброго прощания, ни цента. У меня ничего нет. У меня заберут ребенка. Может, вы найдете этого бесчестного ублюдка и выбьете из него хоть пару $, чтобы мы с малышом нашли себе дом? Я буду очень вам признательна, сэр. Ладно, посмотрим.
Но мне определенно надо ехать в город. В Блэквотере там будет этот... Отыщите Гарольда в Блэквотере и добудьте деньги для Клары. А где его тут искать-то? Вот, опороченная женщина. Слушай, прям тут. Блин. Так, вот где-то вот в этом районе. Все равно я на задание к законникам не успею. Та-да-дам. Давай хоть тетке поможем на ночь глядя. Там, я думаю, несложно. Марстон, в принципе, мог пару долларов и так без убийства этого мужика отсудить. Ну, чисто дал бы ей там, не знаю, сколько-то деньжат. Этот же мужик по-любому не согласится ничего платить. Придется его убить. Он в баре. Это он? Прошу прощения, вы знаете девушку по имени Клара? Кто это? Официантка, что ли? Нет, она работала в вашем доме. У нас была только одна служанка, это черненькая девка Сара. Она ушла на север к своей родне. Нет, я про ту, которая воспитывала ваших детей. У вас с ней была, скажем так, связь. Слушай сюда, парень. Не пойму, в чем ты меня обвиняешь. Я пришел сюда спокойно поиграть, а не выслушивать нелепую клевету. Я понимаю, почему вы хотите сохранить все в тайне. Просто дайте немного денег, чтобы она смогла обустроить дом для себя и малыша. Ты что, не в себе, парень? Или просто хочешь меня ограбить? Нахал. Думаешь, сможешь шантажировать и оскорблять меня? Так, пойдем выйдем. Я же говорю, денег он просто так не даст, придется с ним драться или вообще его убить. Вот он. Сразиться с Гарольдом. Прям тут? А ничего, что нас полицейские смотрят? Что не так? Вообще дуэль. Я думал, на кулаках подеремся и достаточно, но придется убивать. Просто изрешетил ему пули, пока он только доставал револьвер. Обещите карманы его и заберите деньги. И копам абсолютно плевать, что происходит, во сколько и когда. Неважно, день на улице. Мужика просто убили в перестрелке. Они как стояли, разговаривали между собой, так и остались. Ноль эмоций просто. Подожди, тут же церковь. А, вот она. Надо еще в обход обойти. Вот так вот. Та-дам! Да, туалет какой замечательный. Туалет типа сортир. И двери нет. А, не, вон есть.
А разве дырка не должна быть посередине? Да чтобы, может быть, лежа какать. Приветствую, Клара, здравствуйте. Я достал вам деньги. О, очень добры, очень. Как Гарольд? Как мой Гарольд? Все прошло не слишком удачно. Боюсь, он мертв. Мертв? К сожалению, да. Я должна навестить его могилу. Боюсь, я не знаю, где она. Его захоронят на семейном участке на кладбище. Если я поспешу, то успею на его похороны. Ну да, поторопиться явно стоит. Ничего то, что его убили минут 20 назад. Вы ждите несколько дней и посетите могилу Гарольда на кладбище в Блэквотере. Зачем? Она там будет стоять и просто плакать, наверное, над этой могилой. Ну, то есть это побочное задание, оно будет продолжаться. Хотя, ну, а чё тут продолжишь дальше, в принципе? Как ты разовьешь эту историю? Очень странно, конечно. Ты убил этого мужика реально 20 минут, ну какой-то 20, даже 5 минут назад. 3 минуты. А я должна торопиться, а то я могу не успеть на его похороны. Ну, точно. Так, у нас миссия законников. С 7 утра. Спать пошли еще. Ну, как раз. И вы что там познаете? Что вам нужно, Марстон? Моя семья. Я сделал, что вы просили. Нет, не сделали. Это страна возможностей. Я дал вам возможность спасти свою семью, и вы ее упустили. За что мне вас награждать? Марстон, вы угроза обществу. Нам надо было бы вас пристрелить. Да, надо было. Но раз уж не пристрелили, где моя семья? Избавьте меня от своего благородного самопожертвования. Меня от него тошнит. Вы не стремитесь умереть. Вы жалкая тварь, отчаянно цепляющаяся за жизнь. Как все отребья в этом городишке. Да, это тяжело, я понимаю. Вам нравится Дач. Он обаятельный. В его словах есть понятный вам смысл. Он как писатель-натуралист из Восточных Штатов. Вот только он зашел немножко далеко. Вместо того, чтобы любить цветы, животных и гармонию, между природой и человеком он стреляет людям в голову ради денег. И за то, что он чертов убийца. Я, конечно, не мыслитель, но философское различие между любованием цветком
И стрельбой в людей за то, что они не любят цветы, слишком большое различие. Поэтому я знаю, что все просто. Давайте ближе к делу. Понимаете, я и Арчер, мы плохие парни. Мы заставляем следовать правилам. И хоть эти правила не идеальны, они на самом деле не так ужасны. Именно. Что было бы иначе? О, я расскажу, что было бы иначе. Это не так сложно. Иначе мы получим человека с пистолетом против другого человека. Конечно, цивилизация может быть немножко скучна, но иначе, мистер Марстон, нас ждет ад. Иначе, чтобы установить тут свои правила, чтобы дать человеку возможность выбрать, любить цветы или нет. Или о чем тут сейчас распинался? Надо похищать женщин и детей? Да, я знаю, могут быть противоречия. Не буду врать. Как я сказал, я не великий мыслитель. Итак, после фиаско с армией и в банке, нам придется самим покончить с мистером Вандерлинде. Вы нам поможете? У меня что, есть выбор? Раз уж вы спросили, то нет. Зачем тогда понадобилась эта речь? Не уверен, но мне стало лучше, когда я выговорился. Ну что, мистер Марстон, идем. Какой мы уже третий раз, по-моему, да, пытаемся пойти и надрать жопку дачу Вандерлинда. Только теперь с нами пулемет. Чудесно. Ну, конвой еще целый. Попробуем уже покончить с этим делом раз и навсегда. Давай. Вон они, смотрите, у них пулемет. А что тут целая армия делает, американская? Что за военное положение в стране? Причем как-то они кучками стоят. Какие новости, капитан? Час назад мы заметили одного из людей дачи. Кажется, он заглотил наживку. Тогда занимаем позиции. Пусть ваши люди приготовятся к погоне, если придется. Дай-ка угадаю, они будут ехать на лошадях, а мы на машине? Еще и с пулеметом? Готовы довести это дело до конца, мистер Марстон? Думаю, да. А что тут остановился? Всем быть начеку. И чё? Вот они. Огонь. Трудный день просто. А я не знаю, куда-то я стреляю в разные стороны. По кому? Куда стреляю? Вообще без понятия. Ну, вроде их больше не становится. И... Оп. Да они гранатами швыряют. Как долго мы еще этим будем заниматься? Они отступают. Прекратить огонь. По коням. Мы едем за ними.
Ну я хотя бы не буду лошадью управлять. Ура! Давай тут остатки былой роскоши добьем. Это что такое? Это пули. Я думал, это куча гранат в меня летит прям. Где он? Что-то я его не увидел. Он, походу, еще не умер. Все, теперь точно умер. Или нет? Здесь, конечно, было бы удобнее с мышки стрелять. Не потому что очень раскиданно стоят в разных сторонах. Так, это наши были. Я так понял, передышки мне не дадут. А как у меня регенерация, я должен попадать во всех с первого раза, типа. Но проблема в том, что нацелиться тяжело. Смотреть повозку? Какую? Все, нет повозки, что тут смотреть? Ай, не успеваешь никого убить. Откуда начнем? Нет. Продолжаем просто. Сразу же следующая миссия, походу, началась. Истина дарует нам свободу. Видимо, я так и должен ехать и стрелять, пока машина не взорвется просто. Что ж, мистер Марстон, кажется, ваш наставник Дач больше не питает нежных чувств к своему ученику. Этот человек безумец. Похоже на то. Думаю, надо добраться до него до заката. Именно так, капитан. Иначе он опять улизнет. А если я откажусь? Тогда, прежде чем я вас пристрелю, позвольте указать на очевидное. Последний человек, на кого мы сможем выманить мистера Вандерлинды, и последний человек, кто его знает, ваша жена. Этого не понадобится. Мистер Росс, капитан, идемте. У законников, по идее, у этих, у них задача истребить всю банду Вандерлинда. Всех членов банды убить, поймать, неважно. Но дело в том, что Джон Марстон и есть последний член банды. И жена его, кстати. Ну, мы опять туда в снега едем. Прямо в его логово. Я уже никого там ждать не буду. Догонят. Все равно маршрут у меня есть. Ну-ка, а по карте вообще где он прячется? Ну, единственный, короче, вот этот кусочек карты маленький, который, по-моему, почти в последнюю очередь скрылся. Карта довольно-таки небольшая.
Идея из таких самых запоминающихся мест это вот большой город Блэквотер. Ну, в принципе, первая локация. Вторая, они похожи, так что считаем за одну. По сути, у нас 3 локации за всю игру. Вот, зимний биом получается. Мексика и Блэквотер. Слушай, а здесь как-то вот прям немножко похоже антураж на вторую часть. Горы, прям реки. Мостики иногда попадаются. Как бесит эта серпантина. Нельзя, да, вот просто взять и по прямой горку сделать. Нет, тут надо, чтобы я еще на 5 минут, ну, на 3 минуты дольше скакал. Где все остальные? Эй, ты, взорвите ворота. Шевелись, солдат. Ну, капитан прям мужик. Какой мужик. Усяки вон какие. Усишки у него огромные. Прям сразу видно. Самец. И даже взрыва не боится. Вообще фиолетово ему. У него потому что защитные усы. Вперед, заходим. Пора прикончить этих мерзавцев. О да, детка, уничтожьте банду. Посмотрим, сколько у него теперь человек. Но здесь их наверняка будет больше, чем нас было во второй части. Сколько у нас в банде там было, наверное, человек? Ну, может, 10, 15. Плюс еще женщины, там дети всякие. Или детей не было? Нет, дети были. Но немного. Ты не хочешь прицелиться в него? Ай, патроны кончились. Спасибо. Там кто-то помог мне. Давай, денежку. Одну только денежку соберем. Ой. Я не знаю, солдаты бегут вперед. Я, короче, не знаю, кто наши, кто не наши. Суматохи-то поди разбери. Кто за кого воюет. Вот с красной повязкой, ребят, видно хорошо. Определенно не наш. Че, в деревне типа 2 человека? Да, ну. О, 3. 6. А. Где остальные? О, есть же пулемет.
Ну? Куда все делись? Не, надо выходить, все это дело глючит. Видимо, эмулятор уже пулемет не вытягивает, слишком быстро он работает. Все. Идти с капитаном у ворот. Ну давай ты отвисни уже. Боже, как глючит, а. Сейчас, наверное, кадров 5 в секунду. Марстон возьмем с собой двоих. Остальные останутся здесь и позаботятся о раненых. Они разместят заряды у ворот, а мы с тобой будем их прикрывать. Что ж, взорвите ворота. Опять? Он живой до сих пор, твою мать. Подожди, когда первые ворота он взрывал, он установил динамит, наверное, за 2 секунды. Сейчас у них куда больше на это время ушло. Займитесь ранеными. Дальше я возьму на себя. Окей. Похоже, остались я и ты, Джон. Лучше бы ты остался дома. Я куда-то выстрелил и все загорелось. Тебе не взять меня живым, Джон. Хорошо, надо догнать его. Вот лестница. Все кончено, Джон. Без тебя отсюда не уйду. Я не совсем увидел, куда он побежал. Отсюда. Наверх. Наверное, наверх. Но он будет останавливаться по скриптам. Дальше положено он не убежит. Ты такой же, как я, Джон. Нельзя изменить свою сущность. А где здесь лестница? Как мне туда вот он.
Прошлое не стереть, Джон. Если ты убьешь меня, оно не исчезнет. Вот он все выше и выше забирается. Че, наверное, пока все фразочки заготовленные не выскажет, мы так и будем идти. Снег шикарный. И снова здравствуй, Джон. Здравствуй, Дач. Нам надо прекратить так встречаться. Ага. У меня есть план, Джон. У тебя всегда есть план, Дач. Этот хороший. Не сомневаюсь. Мы не всегда можем побороть свою натуру, Джон. Не сможем побороть перемены. Не можем побороть гравитацию. Мы ничего не можем побороть. Всю жизнь я только и делал, что боролся. Ну так сдайся, Дач. Но сдаться я тоже не могу. Я не могу побороть свою натуру. Если он сдастся властям, его же просто повесят и все. Он слишком много людей убил. Много банков ограбил, как бы. Он по-любому смертник уже. Либо будет всю жизнь в тюрьме сидеть. Ну, скорее всего, смертник просто. В том и парадокс, Джон, понимаешь? Тогда мне придется тебя пристрелить. Когда меня не станет, они найдут другого монстра. Обязан найти, чтобы не лишиться своего жалования. Ну да, у них работа такая. Наше время пришло, Джон. Кувырк. Что-то он как-то очень легко сдался. Значит, в конечном счете у нас не хватило духу его застрелить. Он мертв, Росс. На шикарном снегу. Ну да, дайте ко мне свое оружие. Все оружие? Он не унесет просто с собой. Поверьте, так будет лучше для отчета. Где моя семья? Ваша жена была убита в тюремном бунте на прошлой неделе. Да шучу я, дорогой Джон. Их отправили обратно на это ваше захудалое ранчо в Бичерс Хоуп. Они целы и невредимы. Уж надеюсь. Спасибо вам, мистер Марстон, за все. Я знаю, вам пришлось непросто, но должен сказать, страна может вами гордиться. Да, именно. Увидимся, Джон. Постарайтесь не попадать в неприятности. Пойдемте, Арчер. Поищем, кому мы еще можем понадоедать. Все, блага цивилизации закончены. Так и что, я просто должен отправляйтесь домой, чтобы встретиться с семьей. Стоять. Как обычно у нас в играх от Rockstar, точнее, в частности, RDR серии, в конце какая-нибудь музыка с авторскими правами. Подожди, а куда едем-то? Где жена? О, слушай. Вот тут недалеко. Я думал, мне типа в какой-нибудь другой штат надо ехать. У нас была-то, получается, в 2 шагах от меня тут. Или это подстава?
Так, давай искать, где спуститься тут. Бичес Хоуп. Это мое ранчо. Ну да, мы это раньше строили. С дедом алкашом. Тут, по-моему, она выглядит немножко по-другому. Такого сарая вроде не было. Но дом точно похож. То есть все это время я находился вокруг, возле дома? Эбигейл. Джек. Есть кто-нибудь? И тишина. Дома есть кто? Ох, дорогая, я уже боялся, что не доживу до этого дня. Ах ты негодный мерзавец. Я думала, ты погиб. Где ты был? Ты знаешь, где я был, дорогая. Ты же знаешь. Ты виделся с Датчем, так? Да, виделся. И с Биллом? Да, и с ним тоже. И ты не вернулся к ним? Я порвал с этой жизнью, как и ты со своей. С тобой хорошо обращались? Я могу за себя постоять. Один охранник как-то распустил руки, но я это пресекла, и больше никто к себе такого не позволял. А как пацан? Как ты? Как и я. Он как ребенок, который растет без отца. Это несправедливо. А что справедливо? Ну, одни деревья разрастаются, другие вянут. Иные коровы вырастают крепкими, других съедает. Иные люди рождаются глупыми, чтобы насладиться жизнью. Нет никакой справедливости, ты сама знаешь. Мы пытались измениться, ведь так должны поступать люди, верно? Мы изменились, и теперь все закончилось. Джек, иди сюда. О, подрос парнишка. Здравствуйте, сэр. Подойди. Подожди. Наконец второй части пацану было, по-моему. Что-то тут, по-моему, как-то не срастается количество лет и возраст этого молодого человека. По-моему, наконец второй части ему было, лет 12. Сейчас ему 16, хотя прошло лет 11, по-моему. Что-то где-то обманули. Ладно. Как ты? Койоты сожрали всех куриц, а скот увели скотокрады. Я пытался их остановить, отец. Я пытался. Я знаю, сын, знаю. И не вздумай винить себя, парень. О, дед алкаш. Я никого не виню, старик. Но раз ты еще жив, значит, едоков 4, а у нас нет скота. Невежливо так здороваться с людьми. А в чем у него борода? Он что, говно ел, что ли? Метком, наверное, прихлебывал. Дед по-любому не стал врубаться за скот, он пьяный, наверное, где-то валялся, вот скот весь и поворовали. Это вина деда. Почему? Пусть тебя греет тот факт, что я не всадил в тебя пулю, старик. Ты должен был присматривать за фермой. Я присматривал, как мог. Но их было слишком много. Я думал, ты умер. Я не напился. Ты хоть определись сначала, какую отговорку выбрать. Джек, собирайся в дорогу. Нас ждет работа. Выезжаем утром. Иди. Да, сэр. Куда ты собрался? Ну, сейчас уже темновато, но поутру нам надо будет съездить за скотом. У меня есть друзья на ранчо Макфарлейнов. Это в Хеннингсет. Закуплюсь у них. Эбигейл, я надеюсь, там тебя научили готовить. Да, я разве не сказала? Вместо тюрьмы меня на самом деле держали в кулинарной школе юных девиц.
Я помню, да-да-да, Макферлен и как ее, Санни или кто. Короче, дочка Макферлейна обещала, что можем к ней обратиться, чтобы купить какого-то скота, сколько-то голов там. Помню, помню, да. Но хватит ли на это денег? У меня всего 1000, помню. Хотя, наверное, на тот момент $1000 это были огромные деньги. Все, утро. Причем жена же в курсе то, что не только ее муж уезжает за скотом, но еще и ее сын. Она даже не хочет их проводить. Вдруг это последняя поездка вообще. О, Джон приоделся, я смотрю. Он какой-то более домашний стал. Че? Ты готов? Поехали. А где чья-то? Моя белая? Так, до Макфарлейнов нам ехать... Ну, не сказать, что прям долго. Так, подожди, мы этот скот еще гнать будем? Блин. Как ты вообще, Джек? Все хорошо, сэр. Пусть нас ждет не... Путь нас ждет не близкий. Никогда не бывал в Хейнингсет-Стед. Ты знаешь владельцев? Я встретился с ними, пока был в отъезде. Макфарлейны, хорошие люди. Прямо сейчас нам нужны чего-то там. Встретимся, как... Я не успеваю, блядь, читать. Ты задаешь слишком много вопросов. У меня редко появляется возможность их задать. Что у тебя было? Мужское недомогание? Блядь, они еще несут всякую херню, короче. Все. Давай дорогой заниматься. То, что они болтают, это ерунда. Ничего там сюжетного такого нету. Он просто спрашивает, как дела у парня. Чуть-чуть срежем дорогу. Так немного быстрее получится доехать до этого. До ранчо. Подожди, куда еще ехать? Ну, я подсократил, в принципе. Давай вот это объедем тоже. В этом городе, ну, смысл мимо него проезжать. Я еще на лошади задавлю кого-нибудь, потом платить. Так. Вот в чем проблема, тут река. Давай объезд какой-то искать. Вон тут ближайшая дорога. Стой, говорит, я не успеваю. Пацан. Он спрашивает, это как-то, говорит, связано? Датчем, то, что ты уехал. Я встретился с Биллом и Датчем. Надо было уладить кое-какое старое дело. И где они теперь? Их больше нет, сын. Мы их больше не увидим. Они злились на тебя, да? И поэтому нам пришлось уехать. Они хорошие люди, которые стали плохими. Когда-нибудь я тебе все объясню. Ты тогда кто? Наверное, я плохой человек, который пытался стать хорошим отцом. У каждого человека есть право измениться, право на прощение. Разве не так сказано в Библии? Ты никогда... Я не знаю, то ли мне на дорогу смотреть, то ли на субтитры. Мы сейчас так долго будем ехать. Короче, просто поехали. Ну что, готов учиться перегонять стадо? Я никогда не видел, чтобы ты гнал стадо, если не считать пьянчук на дороге. Макфарлейны меня спасли, а я помог им в ответ. И при этом кое к чему научился. Погоди, ты еще не видел их раньше. Когда-нибудь у нас будет такое же. Я читал в газете, что раньше остались в прошлом. Что скоро будут только заводы и торговые компании.
Не верь всему, что пишут. Возможно, я стану деловым человеком. Я думал, ты хочешь стать писателем. Я могу быть и тем, и другим. Быть промышленником, пишущим романы о Диком Западе. Ты можешь стать кем захочешь. Но пока что мы постараемся заработать на хлеб. Так, кстати, одну отсылку, точнее, одну пасхалку нашли в GTA 5. В каком-то из домов есть книга, написанная Джеком Марстоном. То есть его сыном. Сыном Джона Марстона. Так что, по сути, он стал писателем в будущем. Джон Марстон. Вот человек, которого я больше не надеялся увидеть. Что, чиновники из Блэквотера опять послали тебя? К счастью, нет, сэр. Я надеялся, что вы продадите мне несколько голов скота. Мой мальчик сочту за честь. Бонни сейчас у загона. Она с радостью тебе поможет. А вот Бонни. Бонни ее зовут. Берегите себя, мистер Макфарлейн. Макфарлейн. Удачи. Подъедьте к Бонни. Так, значит, пацан поведет стадо, а я буду, ну как, подгонять его, типа того. Контролировать, чтобы не разбежались. Сколько голов мы покупаем? Боже правый, неужто глаза меня обманывают? Сам дьявол воплоти. Мисс Макфарлейн, я же сказал, что вернусь, когда все закончится. После пожара в конюшне, помните? Помню, конечно. Просто я тогда не поверила ни единому слову. Значит, вам нужен скот? Да, я наконец-то восстанавливаю свою ферму. Вернее, пытаюсь. Все у вас получится. Вас хорошо обучили. Ну, поедемте. А куда поедемте? Тут живот, они пасутся, коровы. Чего? Займите позицию позади стада. Ну вот, начинаем перегон скота. А что, это все мои коровы? 15 штук. Да. Ну, максимально я 20 управлял. Блин, только ехать вот, конечно, очень далеко. Гоните стадо к реке. А зачем? Удачи, Джон, заезжайте в гости. Хорошо. Что же произошло? Я слышала, вы отправились в какое-то приключение. История слишком длинная, тут без выпивки не обойдешься. Так, нет, мне за коровами надо следить, а не читать субтитры. Иначе они сейчас просто разбегутся, и я потом их буду долго собирать. Не дай бог, еще какая-нибудь гроза потом начнется, а она, скорее всего, начнется. И они просто все ломанутся и поумирают. Тихо, аккуратно. Гадалки, не ходи, по-любому начнется гроза, и они начнут паниковать. Давай, давай, давай. Так, ну, добрались до одной точки. Похоже, дальше вы справитесь сами. Мне пора возвращаться к отцу. Был рад снова вас видеть. Спасибо за все. Называйте меня Бонни, балбес. Слушай, а тут ущелье. Так, Джек, давай переведем их через реку. А чего, они прям по реке пойдут? Подожди, Марстон вообще плавать не умеет. Он просто в воде чуть выше плеча, он умирает. А, ну так, вброд перейдем. Прям горбатую гору напоминает, когда они там скот перегоняли. В смысле 14? А где еще корова? А, вот 15 теперь. А куда вы все поперлись-то? Что с ними произошло? Они какие-то двинутые стали.
Вон гром, я же говорю, гроза начнется. Хотя вроде солнечно. Это, наверное, не гром, это просто копыт топот. Сколько нам еще тащиться? Ну слушай, полпути проехали. Мы через реку хорошо сократили. Погоди, Джек, что-то тут не так. Что случилось? Я разберусь с ними, не бросай стадо. Сейчас их, короче, собирай, этих коров. Они просто из-за стрельбы поубегают. Да, я не вижу. Все? Да. Джек, подожди, я иду. Смотри, как коровы не разбежались даже от выстрелов. Хотя, по идее, должны были. Пацан, давай, ты вперед. Поворачивай налево в сторону дома. Да, смотри-ка, все коровы на месте. И 15. Куда? Куда пошла? Куда-то все... Вот лезут они по сторонам. Подожди, что происходит? Давали. Давай, 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 давай. А, вроде подсобрались. Как назло, еще местность такая открытая. Прям ни одного ущелья нету. Че, мы доехали до дома? Ну да, только они чуть-чуть не попали в ворота. От слова совсем. Они промахнулись метров на 15. О, зашли, зашли, зашли. Половина просто. Половина стада в другую сторону. Ну да, через забор они определенно не пойдут. Так. Еще 4. Все, собрались? Хорошо, теперь веди их в загон. Да, это наше ранчо, по-моему. Да, это наше ранчо. Мы приехали домой все-таки. Отличная работа. Мы справились. Ты хорошо себя показал. Давай, привяжи лошадь и жди меня у конюшни. А мне что, лошадь не надо привязывать? Какое у нас славное стадо. Значит, теперь чего? Ты молодец, сын, хорошо стреляешь. Спасибо, папа. Мы еще сделаем из тебя скотовода.
В смысле он хорошо стреляет? Он ни одного выстрела не сделал. Всех бандитов я убил. У меня есть костюм скотовода. И $100. Дай-ка угадаю, мы сейчас будем заниматься домашними делами. Члена вашей семьи сейчас здесь нет, приходите позже. Ну, давай тогда другое задание возьмем. Ну, конечно, не перестанет так убого бегать. Это Эбигейл. Угу. Что ты готовишь? То же самое, что и все последние 15 лет. Все пытаюсь тебя отравить. Что-то у тебя не выходит. Это пока. Если честно, вкус такой, что и правда умереть можно. Готовить я никогда не умела, но я хоть и стараюсь быть хорошей женой. У тебя получается. Учитывая, кем мы были и чем мы занимались, я думаю, у нас все отлично получилось. Я смотрю на Джека, смотрю на него и думаю, что Господь нас благословил. Может, он станет большим человеком. Он хороший парень. Сможет стать кем захочет. Но он не станет стрелком, не будет убивать жизнь. Железные дороги, правительство, автомобили, все эти вещи пришли и вытеснили старые порядки. И ему не придется жениться на падшей женщине. Если он встретит кого-то вроде тебя, хватит. Вроде неграмотный бандит, а умеешь заставить девушку покраснеть. Да, у нас сейчас секс будет семейный. Чертовы вороны. Джон, ты должен с ними разобраться. Они опять пробрались в башню и клюют наше зерно. Конечно, ангел мой. Иди отсюда. Ладно. Брысь. Кыш. Короче, мы сейчас, да, как и во второй части, мы сейчас будем под конец второй части заниматься этим, как его, такими домашними делами. Чтобы я не залез, специально лесенку сломали. Подожди, давай пистолетом. Тут очень много ворон так-то. Я не понимаю, почему зерно у меня бывает. Я же их согнал с крыши. Все? Улетели. Надо прямо на крышу, наверх угла было поставить и все. Конечно, ничего не понимаю в фермерстве, но, по-моему, это могло помочь. Пойдем же не похвастаемся. Смотри, сколько ворон я убил. Рогатки. Старые друзья, чего? Лучше нам... Да, мы получили телеграмму от какой-то твоей подруги. Бонни что-то там. Макфарлейн. Ты мне о чем-то хочешь рассказать? Бонни, она мой друг. Спасла мне жизнь, когда я охотился и чуть не погиб. Ой, вы взяли моду с тех пор переписываться? Как мило. Нет, ничего такого. Что там сказано? Я не знаю. Ты же знаешь, что я не умею читать. Давай сюда. Читай вслух и громко. Я ничего не скрываю. Он даже не поймет, если он даже что-то скрывает, потому что читать не умеет. Дорогой мистер Марстон, нужны мешки зерна. Срочно. Долгоносики и моль пожрали запасы во всем округе. Поможете? Не слишком романтичная просьба, не находишь? Вроде нет. Говоришь, она спасла тебе жизнь? Да, мэм. Значит, тебе придется помочь ей и ее семье. У нас достаточно зерна в мешках возле силосной башни. Наверное, это единственное, что мог дядюшка уберечь от воров, пока у нас не было.
Не задерживайся, Джон. И Джон, какая она? Ну, знаешь, немного похожа на тебя. Она тоже женщина в мире мужчин. Дай-ка угадаю, нужно на ранчо Макфарлейнов отвезти зерно. Джон, стой. Возможно, мне стоит познакомиться с этой Макфарлейн. Чего ты ждешь? Нам нужно спешить. Это еще и на время. Доберитесь до магазина на ранчо Макфарлейна, пока не стекло время. Так, ну слушай. Надо ехать по дороге, это определенно. Чтобы мне уничтожить повозку. Я тогда не читаю субтитры, потому что нужно очень четко попадать в дорогу и как следует гнать лошадей. Блин, зачем это время? Ну, зачем эта миссия на время? Это же зерно, оно как бы не портится особо. Они там что-то болтают про внешность этой Бонни. А повозка как специально едет еле-еле, медленно. По-любому, это еще не последняя миссия про ранчо наше и Макфарлейнов. Придется им еще чем-то помочь там. Избавиться от каких-нибудь колорадских жуков. От комаров, от моли, от плесени. Картошки привезти, картошку выкопать. Не знаю, я еду насколько быстро я могу. Но что-то время как-то очень быстро уходит. Подожди, мы, кажется, приехали. Очень похоже на ранчо Макфарлейнов. Да, мы приехали. Отлично. Вовремя. Зачем такие миссии на время делать, я не понимаю. Чтобы игрок не расслаблялся, что ли? Я бы хотел познакомить вас с моей женой Эбигейл. О, каким вы внезапно стали джентльменом. Рада познакомиться с вами, мисс Марстон. Взаимно. Спасибо за то, что спасли жизнь моему мужу. И за то, что научили этого старого козла манерам, помимо всего прочего. Я ничему его не учила. Я знаю, что пыталась изменить мужчину бессмысленно. Пытаться изменить мужчину бессмысленно. Вам стоит... Люди меняются. Уж мы-то с Джоном точно знаем. Неплохо для первого урожая, Джон. Вы можете им гордиться. Хорошая у вас земля. Как вы, мисс Марстон? Судя по тому, что сказал вас муж, вы попали в ужасную ситуацию. Бывало и хуже. И я знала, что рано или поздно он вернется. Говорить-то он совсем не умеет. Эбигейл, самый трудный час, когда я безумно тосковал по дому, одна лишь мысль о твоем рагу из крысятины придавала мне сил. От него веселье, как от чирья в заднице. Джон, если ты начнешь нести чувство о женской работе, то я скажу, что ты выбрал не ту компанию. Я бы тоже так сказала. Я никогда еще не вел столь неравный бой. Да, я еле успеваю иногда проговорить диалог за троих людей сразу же. Не дай бог еще запнуться в этот момент.
или какое-то слово там не выговорить, пытаешься его заново проговорить, и все, ты уже поплыл, ты уже не успеваешь полностью во все. Ну, не понимаю, правда, к чему такая спешка была. Мы везли зерно. Летом, во-первых. Он там, мужик катится, не передвигая ног в углу. Он просто едет, как на лыжах. Как будто с зерном бы что-то случилось. Я не знаю. Симпатичная, нормальная, как я и говорил. Ну, ты же всегда хотел работать на ранчо. Она, кажется, как раз в твоем вкусе. Идеальная жена для скотовода, как я понимаю. У меня уже есть жена для скотовода. Я просто шучу, она мне нравится, и я рада, что она тебя спасла. Ну, большую часть времени рада. Макфарлейны хорошие люди. Правда, увидев тебя, она покраснела, что твой закат. Да, я часто произвожу такой эффект. Тебя точно слишком часто били по голове. С этим трудно поспорить, мисс Марстон. Раньше у них, конечно, внушительное. Когда-нибудь у нас такое будет, как только встанем на ноги. Ну, не знаю, Джон, сколько раз можно начинать сначала? Бандит и проститутка. Фермером нас назвать сложно. Теперь мы фермеры. Про старую жизнь забудь, она позади. Ты сам в это веришь? Придется. Это единственный путь, у которого есть будущее. Прошлая жизнь от нас не отстает, конца не будет. Думаешь, федералы просто забудут про нас? Старой банды больше нет. Я их выполнил. И это все? Все преступления прощены? До тех пор, пока они не решат, что ты снова им должен. Иногда кажется, что именно я был глупее всех, поверю, что смогу завязать. Ну, опять старая беда, тут либо на дорогу смотреть, либо субтитры читать. Короче, вкратце, из этого диалога, жена не верит в то, что федералы отстанут, а он думает, что да. Как там Джек? Он злится, он расстроен, ему пришлось нелегко. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Ему нужно время. Его мир тогда стал безопасным и даже нормальным, а потом все снова перевернулось. Он мало говорит об этом. Я пыталась поговорить с ним, но как объяснить все это? Что можно ответить, когда он спрашивает про дядю Билла и дядю Датча? Ведь раньше они были частью его семьи. Он прячется в своих книгах. А ты бы не стал, реальный мир не очень-то его радует. Недавно его похитили, а он рос до этого в банде. Разве это хорошее детство? Мы делали все, чтобы защитить его. Да ладно, Джон, он видел такое, что не должен видеть ни один мальчик. Все, наконец-то мы доехали. Теперь у нас есть шанс все исправить. Во второй части РДР мы, кстати, ну сколько там, пролог у нас длился, по-моему, часа 2 или 4, что-то такое. Ну, довольно-таки долго. Сколько тут, интересно, это времени займет. Мы сделали доброе дело, Джон. Пожалуй, пойду и приготовлю что-нибудь. Крысиных жоп, вареных в сметане. Что делать-то? У нас все миссии доступны. Эта буква J горит уже давно. Нет, приходите позже. И этого тоже нет. Приходите позже. Подожди. Такое ощущение, что дед тут как раз идет, чтобы я его за хоботок тут поймал. Ну-ка, дед, давай задание. Ну. Да хрен знает, короче, дед ничего не хочет делать, пошли спать, в общем, ложиться.
Ни одного задания не взять. Моя кровать? Я тут не могу ничего сохранить. Подожди. Можно же всегда было сохранить игру, только подойдя к кровати. Вот. Да, это моя кровать. Только она кривая что-то. Под углом. Так, давай. У него пар изо рта шел. Хрена себе. То есть в доме холодно? Теперь можно взять задание. Ощущение, что вот они как раз в этот момент разошлись, когда можно было взять задание. С 5 утра до 6. Понятно. То есть пацан будет стоять здесь 11 часов на одном месте и ждать, пока я возьму задание у него. Терпение у него не занимать. Это 3 часа дня или 3 часа ночи? Ночь, по-моему. Это как маньяк тут стояла, просто караулила возле двери, пока я высплюсь. Так все равно никого нету на месте. Ну, 5 утра точно есть. Время 9. Члена вашей семьи сейчас здесь нет. Приходите позже. Но дело в том, что если ты приходишь в другое время суток, они пишут то, что нельзя взять задание. Приходите раньше. А сейчас пишут, приходите позже. Дело за пацана? Это же он. Я ни хрена не понимаю. Он сидит под деревом, но я не могу взять у него задание. У деда упала, видимо, горячая. Я обжег старческие яйца. Ни хрена у него подков целый тазик. Что он с ними делает? Воду пьет, сука. Жую. Вообще дед на самом деле халявщик еще тот. Да в смысле его тут нету, я не понимаю. Вот он сидит же. Может прострелить ему колено, тогда он очнется. Ну-ка, пацан, что ты скажешь? Да, выстрелим рядом с ним. Пересрался маленький ублюдок. Иди сюда, иди к папочке. Я сейчас как в фильме «Сияние», просто за ним бегать буду. It's Johnny. Что с ним? Он теперь тоже на кого-то охотится. Он охотится на жену? Что с ним происходит вообще? Он на кого-то целится. На животных каких-то. Короче, я пацана сломал только что. Ну-ка.
Но хотя бы должен был попасть ему в ботинок. А я не знаю, что с игрой, короче, она миссии не работают. Давай еще поспим. Сколько раз надо поспать, чтобы я, блядь, продолжил задание выполнять? Пацан все его заглючил, он в углу там играет. Он играет с углом. Во. Хотя бы одно доступное задание. Наконец-то. В поте лица. Вставай, старик. Я уже встал. Вставай. Все, встал я. Вот, слава богу, что ты вернулся. Ничто так не вредит старику, как вздремнуть на солнышке после обеда. Хочешь уснуть навсегда, дядюшка? Я могу это устроить. Провизию сэкономлю. Ты всегда был жестоким и злым человеком, Джон Марстон. А ты всегда был бесполезным ворюгой. Где мой скот? Ты отвел его на пастбище? Я как раз собирался. Когда именно? Легко тебе задирать старика. Легко, но не благородно. Пошли, старик. Займемся этим вместе. Че, мы опять будем коров пасти? Серьезно? Да. Опять куда-то гнать коров. Ну, сейчас по-любому какой-то случится форс-мажор. Скорее всего, в виде грозы. А нет, в виде текстур. Я тут чуть не застрял. А где дед? О, наконец-то. Слушай, а он умеет быстро скакать, когда захочет. Куда? Куда поперлись? Что будет, если у меня пару коровок потеряется? Давай, 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 давай. Блядь, ну тоже ж... Они иногда идут прямо, а потом раз их глючить начинает, и они просто вдоль забора, уперевшись мордой в него, начинают уходить метров на 10 в сторону. Что за хрень? Давай. Но они очень быстро передвигаются для коров. Как бы корова не должна бежать по сравнению с лошадью. Ну, почти одинаково. Оу. Там бандиты. Деда скинула лошадь. А все коровы удрали. А на поезд напала банда бандитов, вообще пути взорвала. А, твою мать. А, все, подожди. Нормально, нормально. Наши коровы, короче, пробежали быстрее поезда. Это раз. 2 коровы вообще потерялось. Блять, еще десяток бандитов, отлично.
Убейте бандитов. Кто бы сомневался. Подожди, они же за поездом вообще ехали. Сука, они собирались вообще поезд грабить. Тахерем коровы мои. Поговорите с машинистом. А чё, коровы мне уже не нужны? Ничего не понимаю. Ну, вы в порядке? Кажется, мы в безопасности. Спасибо, я думал, мы все умрем. Я просто помог. Берегите себя. Ага. Я-то помог. Но все коровы разбежались. Кстати, они там большое количество путей взорвали. Но пути целые. Поезд должен был сойти с рельсов вообще. Так. Давай, очнись. Буренка. Так, ну те походу по инерции добегут. Че, где-то вот здесь одна корова. Так. Смотри-ка, быстро всех собрал. Я думал, они как-то более в рассыпную разбежались. Но нет. Я на месте. Все, добрались. Ты смотри за стадом, а я поеду назад. Нет, спасибо, ты уже достаточно меня сегодня измучил. А чё, Горбатой горы не будет? Я думал, они с дедом там будут вошкаться в палатке. Что мне делать-то? Короче, я просто поехал на задание обратно. Наши коровы будут пастись среди диких животных. Это странно, кстати. И дед, получается, забил на стадо. И мне придется забить, чтобы просто взять другое задание. Невероятно. Ну что смотришь, старик? Там за этим холмом пасутся мустанги и всякие другие лошади. Вот я и раскидывал мозгами, стоит ли позвать тебя и пойти и отловить их? Понимаю. У нас почти нет денег. Раньше на грани краха. Может, мы даже зиму не переживем. В самом деле, на кой нам сдались хорошие лошади? Пошли. Этот тон тебе совершенно не идет. Из-за него ты кажешься таким зажатым и злым. Будто какой-то начинающий делец из Блэквотера с запущенной формой геморроя. У тебя сейчас будет запущенная форма дырки во лбу, если ты не поторопишься. Ну, дай-ка угадаю. То же самое мы же делали на ферме, на ранчо Макфарлейнов. Коров таскали, лошадей седлали. Теперь будем здесь то же самое делать. Но это уж что-то как-то вообще... Ну, просто задания тупо сделали одни и те же. Тянут время разработчики. Ну, сценаристы точнее.
Но у Макфарлейнов, по-моему, мне штуки 4 надо было лошади поймать. Не понимаю, зачем им столько лошадей? Ну, типа, одна для деда, одна для меня. Ну, пацан, если что, дедовскую возьмет лошадь. Куда еще? Их же кормить надо чем-то. Так, ну нам сюда. Лассо. Ну что, дед, какую лошадь-то надо? Я их вижу, давай. Используйте лассо, чтобы поймать дикую лошадь. Допустим, вот эту. Я уже немножко забыл, как их оседлать-то. Это лайтовая лошадь. Трехзадочная, по-моему, брыкается хуже. Готово. Сядьте на свою лошадь. А эту дед утащит? Ладно. Заканьте еще одну дикую лошадь. Давай, какой-нибудь. Первый попавшийся просто. Тут просто прикол этой миссии вот в этих дурацких мини-играх. На лошади поскакать. По-моему, я страдаю какой-то херней, честное слово. Сядьте на свою лошадь. Хорошо. Пойманных лошадей дед ходит, собирает. Они у него на привязи. Так, ну неважно какую ловить. И без разницы. Родео. И чё, сколько надо лошадей? Ладно. Прям что-то долго держалась, не хотела сдаваться. Но все равно это мини-игра заново будет сейчас.
Да чё ты не сел-то, блин? Ну, тут другие лошади мешают. И моя еще заодно. Так, давай. Мы оседлаем эту лошадь ночью. Твою мать. Давай-ка перерыв, что-то я задолбался по этим лошадям скакать. Сейчас подойду. Да не лошадь, беда какая-то поймать. Не получается. Хватит брыкаться уже.
Что за геморрой, я не понимаю. Тут еще подвох в том, то, что она вроде как успокаивается, но потом опять брыкаться начинает. Ё мать. Это жутко бесит. Он уже даже не ловит ее. Ну иди сюда. Так, вот почему он ее скидывает-то? В чем проблема, я не понимаю. Я не знаю, в чем дело. Но... Что-то не получается, правда. Просто делаешь все то же самое, и под конец она тебя просто скидывает. Не так. В чем дело? Все делаю как обычно. Под конец она просто тебя скидывает и все.
самая, наверное, глупая миссия. Самая трудная просто. Уже ночь наступила, мы до сих пор лошадей арканем. Наконец-то. That's enough for now. Let's get him back to the ranch. Давай ты еще, блин. Моя теперь лошадь убегает от меня. Ладно. Походу в игре немножко лошади подзаглючили. Обеспечил лошадей свежим сеном. Нельзя, чтобы они ослабли. Ладно, черт, мог бы хоть спасибо сказать. Неплохо потрудились. А кто мне $100 выплатил? Я сам себе? С 5 утра до 6 вечера. Но будет ли там пацан? Вот в чем вопрос. Так, сколько у нас время? 12 часов. То есть надо поспать типа один раз. На сломанной кровати. Сколько? 6 утра. У меня жена, правда, очень странно стоит всегда на одном месте. О, теперь пацан доступен. Неужели? Джон Марстон и сын. Что у тебя за книга? Да так, сэр. О чем она? О приключениях, сэр. Дело происходит на Диком Западе. И тут удивительная история, как люди убили диких краснокожих, и как этот человек очень храбрый охотится на того, кто убил его отца. Я рад, что она тебе нравится. Кстати, о приключениях. Не хочешь научиться выслеживать вапити? Сейчас в долине они самые крупные. Мясо нам пригодится. Я знаю, что тебе больше нравится читать о приключениях, но поверь мне, ими и вживую можно насладиться. Но разве что это будет не так драматично. Так что пошли. Вдруг ты увидишь, как меня задерет какой-нибудь огромный дикий зверь. Напишешь потом про эту книгу. Очень смешно, пап.
Я и забил, какой ты шутник. Хватай свои вещи, сынок. Ай. Вапити. А кто такие вапити? Come on. Come on, let's go. Поехали. А куда поедем? Следуйте за своим псом Руфусом. Подожди. А где он? Come on. А, вон. А пес прям знает, где вапити искать. То есть натренированная собака у нас. Come on. When he finds something, you stay back and I'll show you how to make it. Когда он кого-то найдет, не лезь вперед. Хорошо. Come on, Rufus. You sure you're ready for this? I guess so. Now the trick to hunting is calm and patience. You gotta think and move like an animal to catch an animal. A rifle helps, doesn't it? Elk don't stand still, son. I wouldn't know. This is the first time you've taken me hunting. There's lots of things I ain't done with you, but I'm gonna try and make up for that. Yeah. You don't seem too excited about this. Jack, he's on to something. Ну чё? What do you want me to say, Paul? Yippee! Are you sure you're all right? I mean, I know all that business must have been hard on you. It wasn't nothing. I'm not a kid anymore. Well, it won't happen again. It's over. Until the next time you mean? There won't be a next time. Don't make no more promises, Paul. I've heard them all before. В общем, они между собой тут переговариваются про охоту. Что должен сделать парень, если мы One time, встретим то самое животное вапити? you never seen a bigger animal in all your life. I read this story about a girl who was raised by wolves. Так. Jack, there's one up ahead. Вон они вперед. Застрелите его. This one's mine. Stay with me, son. Так это олень, что ли? Хорошо. Saving those bullets? Чуть-чуть промазал сразу же, но ничего. Come on. I'll show you how to cut the meat. Вапити это олень. Это, видимо, какая-то разновидность его. Hope you were watching. It'll be your turn next. Следующего ищем. Let's see if we can find some. Да. Go on, Rufus. По идее, этими вещами меня должны были обучить в самом начале игры, а не в конце. You ready to take a shot, Jack? Из этого смотрится уже не совсем уместно. It's all about timing. Wait for your moment. Don't snatch at it. Ну, I saw how пасти скот You say so. All right. и что там, Finds 'em, и лошадей leave. ловить. Этому меня научили, но охоте, по-моему, нет. Про охоту никто не показывал. Мы только койотов постреляли. Ворон еще пострелял я в середине. What is it, Rufus? Come on, Короче, эти миссии так, для галочки. boy. Их, в принципе, могло бы и не быть, и от этого бы мы ничего не потеряли. Go on, boy. Where are they? Look, they're over there. Я не вижу, но они где-то на карте есть. Вон стоит он, красавец. Один есть. Go. Там пацан один побежал вперед. Ни хрена меня не ждет. Ну все, олень ушел. Он их спугнул. А, хера с два мы сейчас их догоним. Пацан вперед бежит, он мешает. Come on. Но одного я точно подстрелил. Whoa. А теперь он сам хочет освежевать. Окей.
Давай быстрее. Nice work, son. Отличная работа, сын, ты быстро учишься. Now come on. Поехали, отвезем это мясо Trading post at Manzanita. в город Мансаниту. See me? You did good, son. Can we shoot some more? Only kill what you need. We'll go out again soon. Пропадем еще раз. Told you you'd have fun, didn't I? Так а чё? Лошадь Джека погибла? Серьезно? От чего? Старости? Что с ней произошло-то, я не понимаю. Now come on. Let's get this meat over to the trading post at Manzanita. Просто лошадь пацана взяла и подохла. Странные дела творятся. Какой-то лес заколдованный. Ладно, просто поехали в город. Отвезем это мясо. Но могли бы, кстати, на самом-то деле и побольше оленей настрелять, а не 2 штуки. Нам, говорит, нужно мясо. Но все равно по итогу мы это мясо поехали только что продавать. То есть по факту им деньги нужны, а не мясо. А, все? Here we are. Что-то недалеко совсем ехать-то. Jack, you wait here. Продайте мясо в Апите в магазине. Ну, в Апите прям, ну, я не знаю, слово мне не знакомое. Скорее всего, это какая-то порода оленей, наверное. How are you, mister? Продать. Подожди, вот, продать. Дун-дун-дун-дун-дун, мясо. И шкура и рога. Ну, давай все продадим этого пить. То, что мы настреляли. There. Не думаю, что мне нужно продавать там мясо этих всех остальных там животных, которых я убил за всю игру. All done. Let's head home. Поехали домой. Короче, вот и все, и вся миссия. Тоже, в принципе, это, ну, не особо далеко от ловли ушло от ловли лошадей. Тоже одноклеточная какая-то хрень, тянут время. Never you mind. Enough to keep Rufus out of the stewing pot for a couple days. And what about me? What do I get? You get to eat, son. But I did half the work. That isn't fair. What can I say? I'm another corrupt landowner. А мы можем срезать путь, интересно? Не, наверное, не получится. And you can look out Опять for лошадь пацана умрет. What do you mean, get old? You are old. Внезапной смертью. We ain't old. Uncle's old. Well, he should be in a museum. Yeah. Preserved in whiskey А from вот, next кстати, и time. дом наш сразу же. Come on. Ну, хоть миссии друг от друга недалеко расположены, в принципе. Не надо через всю карту скакать. Oh, Pa, that was so much Папа, fun. как это было так весело. Я просто не могу в это поверить. Прям как в книгах. We'll do it again soon. Скоро мы съездим на охоту еще раз. А теперь иди, помогай по дому. Че, опять на охоту? Да что, весело? Так, пацан с ружьем, это опасно. Волки, собаки, чё? You're tensing up. Ты напрягаешься. Неправда. You are. Your Правда. back's tense. Спина напряжена, от этого винтовка прыгает. You're holding it wrong. Ты неправильно ее держишь. Да, я покажу. Не надо мне ничего показывать, пап. Ну ладно. Начнешь показывать, а потом опять исчезнешь, как обычно. Я лучше сам научусь. I ain't going nowhere. Никуда я не исчезну. Whatever you say, Как скажешь, пап. Don't be like that. Ну зачем ты так? Hurry. Сти. Он обижается до сих пор на него. Wolf's been
Волки угрожают стаду. Надо поехать их и распугать. Хочешь со мной? Вдвоем безопасней. Okay. Хорошо. Поехали, волков постреляем теперь. Чья? Вот где моя лошадь? Тут они просто немножко спаренные. Тут как бы лошадь-кентавр получился. Let's go. Stay on Rufus now. Точнее, две лошади в одном. А теперь собака тоже знает, где у нас волки. А собака случайно не знает, где у нас склад зарыт, допустим? I can shoot. You Я умею стрелять, и ты это знаешь. Почему ты обращаешься со мной как ребят с ребенком? Так поступают все отцы, я просто хочу тебе помочь. just decide to be a Ты вспоминаешь о том, что ты отец, а в остальное время... ладно. That ain't exactly fair. 1 minute you're telling me to be a man. Сначала ты говоришь, будь мужчиной, а потом говоришь, что я еще ребенок. Не сразу, но мы опять заживем нормальной жизнью. Все? Where are you? Ну, я говорю то, что он на него до сих пор обижается, то, что тот ушел, ничего не сказал. Только интересно, Джона Марстона не было на ранчо. Go on, Rufus. Ну, именно по времени. Сколько лет. You can find him, Rufus. Go find him, Rufus. Так, давай-ка мы... Винчестер? Да. С винтовки будет быстрее стрелять. Wolves, boy. Look, he's on to something. Смотри, он что-то учуял. Don't fall behind. Не отставай. Come on. Find us a wolf, boy. Go. That's a good boy. А разве волки, которые опасны для стада, не должны рядом со стадом где-то жить? Ну, типа в надежде, чтобы кто отвлечется, сразу же утащить. Let's go. Мы уже, по-моему, очень далеко уехали. He's found him. Либо крутимся где-то рядом. Застрелите волков. Хорошо. Это вот этих. Watch yourself now, son. It might turn on him. Right already. This one's mine. Отличные волки, слушай, бронебойные. There you go. Но это еще не все. I see him. Let's go. Можно было бы, конечно, остановиться, с них мясо пособирать, шкуры, получить за это $2. Вон опять олени. Слушай, ну тут прям в лесу есть много животных уже на этом участке. Ну, здесь у нас волки точно не тронут. Don't give up now. Let's keep moving. Все. Steady, Jack. С собакой. Take this. Whoa. All right. We should head Пора возвращаться. Мы заехали дальше, чем я думал. In the dirt. Ну, по классике, надо просто вернуться домой. Ну, давай мы поедем по короткому пути, а не по всем дорогам, которые нам сейчас игра пропишет. Хотя, наверное, тут из-за гор не получится спуститься. Were you a murderer? What? That place where А, не, нормально. Ma shouted at a guard one time, and he yelled that you were a murderer. Maybe. But I live my life believing there's a difference between killing and murdering. Let me get you up. Come. Outlaws you and me. All we did was
kill a few wolves. Какие-то лошади дикие пасутся среди снегов. I'm Чё они happy тут with делают? my 2 arms, if you don't mind. And what about your mom? You live in a dream world. It ain't like they tell it in books. And it ain't no way to live life. It was ugly and brutal. На перерез было куда быстрее, мы почти дома. Armor your own. Даже еще вот так вот подсрежу. Don't waste your life, son. Don't live like I had to. Там, если что, где-нибудь спустимся. Come on. Все. Все, приехали. Easy. You're turned into a decent hunter. Сын из тебя выйдет хороший охотник, только не лезь на рожон. Ура! Он 2 раза, наверное, да, где-то выстрелил. За всю поездку. Сыночка сраная. Из-за него задание. Не, давай мы сейчас заканчивать будем. Потому что эти миссии одноклеточные что-то не кончаются никак. Закончим игру тогда уже в следующий раз. Кто сквозняк устроил? По-любому дед. Электричество не бережет. Ладно, будем на этом заканчивать. Ну, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.